Добро пожаловать на канал Пираты Губной Гармошки. И сегодня мы поговорим про фишки и особенности игры на таком инструменте, как мелодика, он же клавишная губная гармоника. Это видео будет интересно новичкам, а также тем, кто думает, приобретать ему мелодику или нет, поскольку мы раскроем особенности этого инструмента, на первый взгляд неочевидные. Входит это видео благодаря донату. Огромное спасибо. Так что, друзья, репостите, комментируйте видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, присылайте донаты. В общем, проявляйте максимальную активность, чтобы мы понимали, какие видео вам интересны, а какие не очень. Это была мелодия под названием Low Rider, знаменитой композиции группы War. Между прочим, ее сыграл Ли Оскар. Сегодня у меня футболка с Ли Оскаром. Да-да, это тот самый чувак, который сделал губные гармошки. Ли Оскар. Говорят, неплохие. И на основе этой мелодии мы будем разбираться, что же такое мелодика. Это духовой инструмент или это клавишный инструмент? Казалось бы, что за вопрос? Ведь здесь есть клавиши, здесь есть язычки внутри, инструменту нужно дышать. Значит, это и духовой, и клавишный инструмент. Да, все верно, вот только что это значит на практике. Давайте сыграем мелодию Low Rider, то, как она игралась бы на клавишах. А теперь так. Чувствуете разницу? Или, то есть на клавишах вот так не играют. Чтобы взять несколько раз подряд одну и ту же ноту, нужно несколько раз подряд ударять по клавише. Но так как это еще и духовой инструмент, здесь куда выгоднее будет использовать именно дыхание для повторяющихся и не только повторяющихся нот. Казалось бы, ну какая разница? Ведь в принципе результат практически один и тот же. Да, это если играть в таком, скажем так, среднем темпе. Но если играть быстрее, или, то есть телодвижений гораздо меньше. Плюс, помимо ноты, нажимая на клавиши, мы слышим призвук самих клавиш. Соответственно, чем чаще мы их нажимаем, особенно вот так вот судорожно, в быстром темпе, тем больше этих призвуков, которые, если мы записываемся, используем микрофон, их по-хорошему нужно как-то вычищать. Есть модели мелодий, где они особенно громко слышны. Поэтому это не только экономия, скажем так, в движениях, но помогает нам еще избежать как бы дополнительных призвуков. Казалось бы, ну все понятно. Мелодика это больше духовой, чем клавишный инструмент. Клавиши это такое как бы номинально. Но не совсем так, потому что если играть эту мелодию двумя руками, используя как бы басовые клавиши, то использовать дыхание таким образом у нас не получится, потому что то есть, когда мы задействуем дыхание, мы слышим не только, но и в то время как нам нужно, например, чтобы нота звучала на протяжении всей длины фразы. И в таком случае нам нужно переходить вот именно к клавишному методу, когда мы нажимаем несколько раз по одной и той же клавише. Дыхание при этом остается ровным. И то, даже при таком методе, по-хорошему, мы слышим как бы дребезжание этой нижней ноты, но, согласитесь, разница также очевидна. Поэтому нужно чередовать способы игры. То есть где-то мы играем, используя дыхание, используя артикуляцию, а где-то в каких-то случаях нужно использовать больше руки, а точнее пальцы. Ну а прежде чем перейти к еще одной особенности, давайте послушаем Черри Чеддера, который расскажет нам про его любимые фишки на
мелодики. Привет, музыканты! Хочу поделиться с вами прикольной фишкой, которую подсмотрел у пианистов. Называется она глиссандо и представляет из себя плавное движение от одного звука к другому. У гитаристов есть похожий прием, называется слайд. Глиссандо звучит вот так. Кстати, кто угадает мелодию, пишите ее название в комментариях. Могли заметить, я использую тут еще один прием, называется форшлаг. Чтобы его сыграть, когда мы играем определенную ноту, мы задеваем еще соседнюю клавишу. Звучит это вот так. Вернемся к глиссандо. Чтобы сыграть глиссандо вверх, нам потребуется один из этих 4 пальцев. Чаще всего используется средний или безымянный. Чтобы сыграть глиссандо вниз, нам потребуется большой палец. На этом у меня все. Желаю творческих успехов. Давайте попробуем. Если играть просто мелодию, то, согласитесь, вот эти вот фишки, они добавляют музыкальности. Казалось бы, окей, где-то выгодно играть, как, скажем, на духовом инструменте, а где-то как на клавишном. Но есть еще одна особенность, которая не позволяет нам использовать фишки клавишных инструментов. На клавишах, как правило, мы можем спокойно зажать аккорд, соль мажор, например, и играть поверх этого аккорда очень плохо слышно саму мелодию, то есть аккорд все глушит. Это особенность именно мелодики, как духового инструмента. Поэтому что в таком случае можно сделать? Можно взять не аккорд, а интервал. То есть из-за того, что у нас как бы источником звука является одно дыхание, несмотря на то, что там внутри разные язычки, мы ограничены в использовании одновременно нажатых нот. Поэтому, если вы используете технику двумя руками, вот так, или же когда играете просто как на фортепиано, например, то, как правило, в басу играются либо интервалы, либо вообще одиночные ноты. Итак, мы выяснили, что мелодика — это одновременно и клавишный, и духовой инструмент, потому что к нему применимы фишки как тех инструментов, так и других. Но есть ряд ограничений. То есть в каком-то случае нам выгодней использовать артикуляцию, в каком-то случае повторяющихся нажатия с помощью клавиш. Где-то мы можем взять в басу одну ноту или даже интервал, а вот с аккордами, совмещая их с мелодией, уже сложнее. Казалось бы, на первый взгляд простой инструмент, но и у него есть свои особенности. Причем это далеко не все. Хотите узнать больше? Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы тем временем поднимаем паруса и идем дальше. Всем пока!